Посмотрите, что он принес. Они уже обоссались, посмотрите. Они просто Артема увидели с вот этой хуйней под мышкой. Вы видите, что это, ребята? Да, сегодня кто-то сдохнет. Как я люблю говорить, сдохнут они все. Итак, как потом людям доказать, что мы не употребляем наркотики? Не можем выбрать. Самбуферы крутые, вот М-видео, да, сейчас ты смотришь? Надо ехать на другой конец города, один в наличии. Неужели автозвук так низко пал, Тёма? У нас вот все есть, посмотрите. Покажи в ДНСе, как там это, вот сюда зайди. Посмотрите, есть автомобильные сабвуферы, а есть сабвуферные колонки. Я не понимаю, почему так. Короче, мы выбираем сейчас сабвуферы. Мы поедем покупать сабвуферы. У нас у самих есть сабвуферы, но мы сегодня хотим купить крутые сабвуферы с ДНС, видео, Эльдорадо и прочих сетевых магазинов. Что? Ракету будем брать? Нихера себе. Мы пока посмотрели Edge, Flea, Mystery И Пионер. Пионер, да, Урал у нас еще есть. Мы еще не знаем, какие будут в тесте. Пишите, какие бы вы еще сабвуферы хотели бы увидеть из вот такого дешмана. Или пишите, что вы не хотели бы больше таких рубрик. Но я уверен, будет очень интересно. Такое у нас не часто бывает. По Исхоме вообще печаль, да, Тём? Одни мафаны. У сабвуферов он 3. Ой, и Mystery есть. Это МО 12. А у нас есть такие еще? Да нет, откуда ты? Так это вообще, да, старье тут? Это вообще такой старик. Я не знаю, сколько ему лет. Давай возьмем. Да ничего не Заберем домой. Мне прямо его жалко, понимаешь? Он из прошлого. Видео, Тёма, что дальше? Эльдорадо, блядь. Слышь, там нормально валит. Давай JBL просто колонку купим и в багажник поставим. Он, кстати, выбирают уже, слышишь, там буферы. Что, думаешь, не сыграю такую? Вот, тут громкость можно вроде. Смотри, смотри. Смотри. Он не настроен. Я забыл дальше. Нам вот эта вот труба не нужна. Так, что мы берем, Тёма? Edge, Fly или Flea, да, правильно? Непонятно. И Пионер. Смотрите, есть два варианта, за 9 и за 7200. Они одинаковые. Но этот в рот, поэтому нам такой вариант подходит. Он стоял уже где-то. Это бэушный, походу, Тёма. Если его кто-то сжег, он для теста не подойдет. Я предлагаю Flea не брать. Посмотри название, на самом деле это не Flea, а FU. Fuck you. Fuck yourself. Представляешь, приходишь покупать сабвуфер, а тебе fuck you. Да ты сейчас сломаешь, подожди. Так вот, нам надо такую же хрень, чтобы дырки закрывать. Зачем они нам надо? У нас дырки. Ну, у нас дырки красивые, да? Закрытые. Да, конечно, всегда закрытые. Короче, зависла касса, потом перезависла, отправили смс, вот сейчас стоим на выдаче, никого нет. Мы еще со скачухой его купили. Да, мы еще со скидкой купили. Что нет. Выдача будет? Здравствуйте. Нас узнали? Конечно, можно фоточку? Да, конечно. Ну, ничего не поменялось, да? Вроде пацаны нас узнали, но нам сабвуфер не дают. Отзыв, да, для улучшения качества обслуживания. Сколько нам еще стоят на выдаче? Тёма, ну ты доволен? Давно мы такое не полили, да? Ну, короче, у нас консультант оставил положительное впечатление в М-видео. Это все, что у нас оставило положительное впечатление в М-видео, да, Тём? Да. Потому что мы... Да, час, да? Без 5 минут, час мы там провели, купили один сабвуфер. Сейчас едем за следующим. Не едем, а летим. Красный, нет, зеленый. Что происходит со Не светом? знаю, направо. Девушка, здравствуйте. В сабвуферах разбираетесь? Я сейчас позову вам продавца. Позовите. Тёма, можешь отклеить его нормально? У меня не получается. Я рукожопый. Тёма, ты доволен? Конечно. Счастлив? Два сала будет. Теперь два сабвуфера у тебя есть. А я Бэтмена несу. Тёма сабвуфер, я Бэтмена. Всем привет, это канал Loud Sound. У нас сегодня необычный обзор. Хотя, можно сказать, обычный. У нас уже один такой тест как-то был. Мы тестили активные сабвуферы из М-видео, Эльдорадо, ДНС и вот прочих сетевых супермаркетов. На этот раз мы подошли к вопросу именно глазами потребителя, посмотрели, какие сабвуферы реально купить, какие в наличии, какие пользуются спросом. Мы пришли вот к выбору из трех моделей. Edge,
EDB12А, называйте их проще, там ДПТ, ЕПТТ, вот вечно нам придумывают. Пионер TSVX300А и Урал ASD12А. Сегодня мы эти три модели и затестим. Посмотрим их мощность, комплектацию. Также я расскажу, как их подключить. Заявленную мощность на нашем уникальном стенде КЗ-13, единственном в мире. Проверим мощность усилителя встроенного, который они отдают. Если вдруг кто не знает, активный сабвуфер — это как раз обозначает то, что усилитель вам не нужен. Тут сразу в одном корпусе у нас и сабвуфер, и усилитель, и практически вся проводка. Начинаем с Edge, потому что по алфавиту у нас E1. В комплекте мы видим сразу какую-то коробочку, и тут у нас вся необходимая, как я понимаю, проводка. У нас здесь есть наклеечка. Мага, мама, момо. Что это? Муам, да? Да. А так, нет, вот так правильно, Edge. А так ЗОАЗ. Сразу видим очень качественную покраску в стиль, то есть это у нас порт. Это у нас усилитель, его внешняя стенка. Внутри мы тоже сегодня его обязательно посмотрим. По качеству материалов вопросов нет. Очень качественно сделано. Сам динамик видим. Очень красивый диффузор. Сделали теснение, сделали надпись. И причем она на металле сделана. Это шильдик отдельный. Стенка задняя скруглена. Это дорого так сделать, дороже, чем сделать прямую стенку. Обратите внимание на утолщенную переднюю стенку, это тоже очень здорово. Не уверен, что это нужно для такого сабвуфера, но скорее повлияет в плюс на качество звука. Крутилки, обратите внимание, руками можно крутить без отвертки, это удобно. 2 РЦА входа, если магнитола у вас с такими входами. Если же у вас магнитола штатная, например, и вот таких тюльпаны их еще называют, у вас нет. Здесь предусмотрена фишка для подключения по высокому уровню. То есть вы берете сигнал с ваших динамиков, как правило, с задних. Предохранитель у нас стоит на 20 ампер, что говорит нам о том, что этот усилитель на входе может получать около 250 ватт. Значит, на выходе где-то 200 ватт должно быть на этом усилке потенциале. Посмотрим, сколько нам заявляют Edge. 300 ватт РМС, уже подобманули нас чуть-чуть. Усилитель этот больше 250 ватт нам точно не даст. И это, скорее всего, будет уже нечистый сигнал. Проверим. Пионер у нас сразу почему-то больше коробка. Вот смотрите, плюсом что идет. В Edge мы такого не увидели. Это уголки для крепления сабвуфера, чтобы он не катался по багажнику. Удобно. И саморезы сразу для того, чтобы закрепить его в пол. Чуть лучше позаботилась компания Pioneer об установке. Здесь Pioneer плюс большой, то есть динамик защищен. Сюда надо дополнительный гриль придумывать или ваши любимые вещи, которые вы всегда с собой в багажнике возите, во время безумного вашего токийского дрифта будут разъебывать диффузор. Здесь мы от этого защищены самым настоящим, натуральным, высококачественным карбоном, либо наклейкой, которая похожа на карбон. Порт облицован красиво. Дальше у нас идет обычная картонная труба. На Edge тоже, кстати, картонка, но начало и раскрыв сам сделан достаточно глубоко. Мы не видим фазоинвертор. Если мы заглянем в трубу, мы можем увидеть и даже пощупать магнит. Но если вы внимательно присмотритесь, много гневных комментариев написали, в основном поклонники Тимати, конечно, чтобы больше я не делал такие скримеры. Если у нас в Edge есть выбор РЦА или обычный высокий уровень, то здесь мы сейчас инструкцию даже почитали, потому что я, если честно, с таким сталкиваюсь в первый раз. У нас здесь есть переключатель тип входа, и вместо привычного нам High и Low, высокий и низкий уровень, здесь input RCA, то есть через межблочники или тюльпаны. Если у вас магнитола оснащена вот такими вот выходами, то вы через RCA кабель подключаетесь, и вот в этом положении RCA оставляете этот переключатель. Если же у вас на магнитоле такого нет, например, штатная магнитола, вы режете эти провода, так в инструкции прям и нарисовано. Надо их обрезать и вот эти зацепиться, соответственно, к динамику левому и к динамику правому, к заднему. И в этом случае мы переключаем переключатель на SP Line. По идее, если вы ошибетесь и не так ее переключите, разница будет только в громкости звучания. Вот в положении RCA будет громче. Также крутилки под руку, менее удобные, чем на Edge, но крутить можно руками. Есть место под отверточку, можно крутить и так, и так. Мощность мы видим примерно на входе у нас одинаковая. Адский запах. Мне кажется, меня сейчас вставят. Тёма, ты слышишь этот запах? Видим помятую наклейку Урал. Ребята с Урала, дайте нам упаковщикам. В отличие от Пионера, где нет наклейки вообще, и от Edge, где наклейка
у нас, как обычный, стикер сделан. Здесь у нас на монтажном скотче сделана наклейка, то есть буквы отдельно без фона у нас останутся. Сейчас многие говорят, давай быстрее полить сабвуферы, какие наклейки. Но многие именно из-за наклеек покупают очень часто. Смотрите, я вас учу правильно клеить наклейку. Вот вы вот так вот делаете, растираете, а потом аккуратно. Кстати, ура! Наклейка действительно хороша. Мы не очень аккуратно это сделали, и она приклеилась очень здорово. Короб очень странной формы для сабвуфера. Это овал. Передняя стенка у нас ровная и перетянута винилом под карбон. Задняя с небольшим скосом. Здесь, наверное, хоть и дерзкий красный цвет, но самый аккуратный гриль. Не такой замороченный, как на Пионере. Не такой отсутствующий, как на Эдже. Обычный пластиковый гриль. Тоже вышивка хорошая. Тоже модно, все нарядно. Тоже крутое название, как обычно у Уралов. Ну, спасибо, что не Афганистан. Или как у них было еще? Боеголовка, Афганистан. Очень жесткие названия. Тут нейтральное такое ураган. И это красный ураган. У них есть еще Black, да, черный ураган. Там квадратный традиционный корпус. Здесь предохранитель у нас на 30 ампер. Самое важное, да, мы не сравнили, это цену. По цене здесь выигрывает, конечно же, никто. У нас первый такой случай, по-моему. В общем, они все стоят 8990 или 8900. В районе 9000 стоят все три сабвуфера. Теперь нам остается проверить, что эти сабвуферы могут. Сейчас мы снимем мощность с их встроенных усилителей. После этого мы поставим их в автомобиль и проверим, какой сабвуфер создает какое давление, на каких частотах. Начали уже разбирать и увидели такую интересную особенность. Здесь на липучке вот эта штука, которую я предположил, что для красоты. Но Артем сразу разобрался в хитром плане Edge. Это кабель-канал. В этом месте у нас провода заходят под эту фальшь и выходят вот здесь через вот это отверстие. Очень, кстати, классно сделали. Тёма, только я тебя очень попрошу, будь максимально аккуратен. Нам надо это все разобрать, подключить, стрельнуть с этого, и потом собрать и стрельнуть в машине. А он у нас только один. А я больше в видео не поеду, я ебал. Здесь мы видим трубу на картоне, здесь мы видим усилитель. Вот на 150, да, 200. Стенки мы видим вот эти из МДФ, а боковая, да, у нас из ДСП. Крутим до чистого сигнала, получаем 80 Вт чистого сигнала. Далее 40 Гц, те же 80. Смотрим 50, на полтиннике видим чуть меньше, 71 Вт. Итак, у нас получилось, грубо говоря, 80, 70. Следующий на очереди у нас Пионер. Здесь мы видим какую-то двухэтажную схемотехнику, видим блоки питания, видим конденсаторы, но лично я вот не знаю, где транзисторы, как они должны выглядеть. Может, это вот одни вот эти маленькие микросхемки. Кто разбирается в схемотехнике, напишите в комментариях, насколько хороший или плохой усилитель у Пионера. Мы видим, что он более компактный, но мы также видим, что отвода тепла у него просто нет, да? Он, то есть, не предназначен, видно, на большие нагрузки. Сейчас мы узнаем, какая с него летит мощность. Ну, мы начали пристреливаться, да, Тём, скажи, что произошло. 0,6 Ома. Да, мы не видим нормального сопротивления. Мы все перепроверили, переключали. У нас сопротивление 0,6 Ома показывает и показывает. Мы уже все подумали, что можно подключить не так. Оказывается, покажи, Тём, подожди, перестань заниматься, чем ты занимаешься. 0,7, 0,6, одна катушка, 0,6 Ом. Так Пионер вышел из ситуации с усилителем, не самым, так скажем, мощным. Смотрим теперь частоту 30. Ну, я вижу чуть больше мощности, да, тут 95 Вт где-то. У нас есть небольшие искажения, я не очень четко вижу клип. Вот здесь его видно четко на 100 Вт, на 92 выравнивается сигнал. 30 Гц, 92 Вт, 40 Гц. 96 Вт на 40 и 50, вот 85 Вт на 50, то есть видим, мощность здесь уже выше, чем на Edge. Это не значит, что этот сабвуфер лучше или громче. Урал, мы уже продолжаем на следующий день. По усилителю тоже эксперты, напишите, что за усилитель Урала, по-моему, неплохой для этого уровня. Видим вот здесь транзюки, отвод тепла в радиатор, достаточно мощный радиатор, выведенный наружу, толстые силовые провода. У нас, если вы не заметили, появился здесь автомобиль, в котором мы будем проверять, сколько валит сабвуфер. Это самый маленький автомобиль, который мы нашли, потому что мы хотим увидеть на датчиках хоть что-то. Первая 30 Гц.
Ну, я думаю, слышно вот этот звук. Моща чистая у нас на практически 90 ваттах. Вот клип мы и слышим, и на осциллограмме видим уже ближе к 100 ваттам. Убавляем. Видим 92 ватта чистого сигнала. Смотрим 40. И чистый сигнал 85 ватт. И полтинник. Ну, 68 ватт. Покажи. Хэр-трик. Кулька-трик решил сделать, да? А оставь его засосет туда, да? Хорош, доставай. Сейчас засунем все три саба в машину по очереди и проверим теперь давление. Ну и также послушаем субъективно по качеству звучания. Ну что, валит? Мы подключили сабвуфер. Флексит? А ну-ка покажи. Да, валит. На самом деле должен сказать, что басуха появилась и для обычной штатной аудиосистемы достаточно неплохо. Так, замер на 30 Гц, 125, 35 Гц, ничего не хавает, видно ниже 120. Замер на 40 Гц, нету, ниже 120, замер на 45. О, у нас зафлексила веревка здесь. По-прежнему давления нет. Видимо, очень высоко настроен сабвуфер, учитывая само размещение здесь в автомобиле. На полтиннике сразу видим 123,5 на 50 Гц, 125,7 поднялось на 55 Гц, 60, 31 ровно на 60 Гц, 130 ровно на 65. Ну вот, собственно, видим высоко настроенный сабвуфер для более таких клубных жанров. Гораздо лучше, чем штатка. Тёма, согласись, это валит басуха. У нас загремела одна пластиковая деталь всего в салоне. Естественно, вам придется подкрепить чуть-чуть салон, может что-то задребезжать. Следующий на очереди у нас Пионер. Установили Пионер, сразу можно сказать, что по компактности он точно в этом тесте побеждает. Он нам больше всего места в багажнике оставил. Ну и выглядит, кстати, максимально аккуратно из всех, да, нету вот этих вот выебанов, я бы сказал, но они есть. Вот. Можно еще скромнее сделать, и будет вообще круто. Но тут, посмотри, красная надпись под эту Корсу очень подходит. Ну это же плюс то, что провода можно спрятать, и проложить их не будет нигде видно. Да, здесь у нас будут торчать провода. А Урала подключение сзади, это тоже плюс. Да, здесь Пионер у нас как бы по эстетике немножко проиграет. Но это тоже можно все, если заморочиться, да, в змею и в одном жгуте назад увести. Так, ну ход у него больше, чем у Эджа, сразу видно. В целом тоже для штатки звук нормальный, но чисто по ощущениям чуть тише Эджа. Сейчас снимем показания. Ну, слышим бас быстрый, потому что, видимо, динамик легкий, сопротивление низкое и ну, вот, стреляет он неплохо. На быстрых жанрах где-то, где басуха будет постоянно перемещать сабвуфер, возможно, он проявит себя похуже. Но сейчас вот тоже для этого бюджета, для этой ниши достаточно нормальный звук. 30 Гц, 124, 35, также меньше 120, 40, меньше 120, 45. Нитка уже дрожит, но сабвуфер давление нам не показывает на этой частоте, пока выше 120, 50. 123,2, 55, 125,1, 60, 130,3 и 65, 129,4.
И еще один плюс, вот только что увидели при отключении сабвуфера. Вот, скорее всего, у вас есть дача, или жена, или теща, или дети. И все они вас будут заебывать, что-нибудь возить в багажнике, поэтому ваш любимый сабвуфер вам придется оставлять в гараже. Для этого его нужно будет оттуда доставать. Если нам нужно будет достать Edge, нам нужно будет раскручивать вот эти вот клеммы. То есть нужна будет отвертка. А как известно, это достаточно сложная процедура открутить 3 винтика крестовой отверткой. Здесь Pioneer решили этот вопрос. Нам нужно будет просто вытащить эту фишку, и сабвуфер можно оставить в гараже, положить сюда соленья или грабли. Все, что любят возить ваши родственники вместо сабвуфера. Ну, не намного на самом деле больше, чем Edge он занял, но форма странная. Его нужно закреплять хорошо, потому что, вот видите, колобок у нас получился какой. Когда вы дрифтанете, а вы дрифтанете, если тем более у вас такой красный Opel Corsa на переднем приводе, сабвуфер может встать вот так, или вот так, или, ну, короче, его нужно закреплять. Ну, я бы сказал, что пока самый громкий и плотный бас. Но я не скажу, что какая-то колоссальная разница, какой-то отрыв. Однако мы даже на треке уже увидели цифры на датчике. До этого, по-моему, на треке у нас он не схватывал. Давайте прогоним частоты. 124 дБ на 30, 124,5 на 35, 124,0 на 40, 122,9 на 45, 127,2 на 50, 129,2. 4 мы имеем победителя в абсолюте. 131,2. Пошло падение. Эти люди видели, как горят басвариоры. Денчик, не трогай там ничего руками. Они видели, как горят плутониумы. Они видели, как горят дефбонсы, прайды. Но они все собрались посмотреть, как мы сейчас убьем вот эти вот активные самбуферы из МВидео. Так, давайте, прежде чем их убьем, сделаем обзор комплектации. Здесь, мне кажется, на первом месте однозначно Урал. Есть регулятор уровня выносной, запасной предохранитель, межблочники в комплекте единственного у Урала. Ремонт, плюс достаточно толстый, ну, десятка здесь. И масса короткая, рассчитанная на подключение к корпусу. Стяжки и термоусадка. Попроще комплектация у Edge. Нету межблочников, в отличие от Урала, нету термоусадки, однако есть стяжки, также запасной предохранитель, также с сечением неплохим кабель, и регулятора выносного, собственно, нет. Pioneer проще всех укомплектован. Питание здесь самого низкого сечения, однако это медь. Здесь, судя по всему, у нас алюминий, судя по весу. Минус также рассчитан на подключение к кузову. И, собственно, все. В комплекте у нас больше ничего нет. Мы через порт пропускаем провода внутри короба, и помирать они будут у себя дома. Больше это для фана. Я вам еще раз говорю, то, что они сейчас сгорят, это в машине не значит, что он у вас сгорит. Он у вас не сгорит в машине с его родного усилка, если вы не будете делать полный пиздец. Что ты там делаешь? Фотожабу мне, что ли? Ты не помещаешься? Я просто говорю для вот самых тугих, которые пишут потом комментарии, очень глупые. Мы стреляем с 5500. У вас нет 5500 на этот сабвуфер. Если у вас есть 5500 на такой сабвуфер, обратитесь к как правильно говорить, терапевту или к психоаналитику. К наркологу, да. Обратитесь к наркологу, если вы таким... Да нам надо, получается, да, пойти сейчас обратиться. Ладно. 300 ватт. 280. 350 ватт держит. Пошел дым. Полкиловатта, пошел дым с порта. Я думаю, и пошла падать мощность. Какая вонь, 600 ватт держит. Так он сейчас дотянется до заявки. Там огонь был, выкручивай, Тёма, скорее его. Там в порту вспышка сейчас была вообще жесткая. Вот он, смотрите, я вам сейчас покажу. Только не думайте, что будет еще один скример, хватит с вас. В целом увидели не такое уж слабое устройство. Я меньшего ожидал от сабвуфера с таким динамиком. Так, следующий Урал. 950 ватт заявка.
дыма пока нет. 620. Все, без дыма там же сдох, да? На 600 примерно. Ну ладно, 620. Теперь очередь Edge. Заявка у нас 900 ватт, 200 ватт. Держит и сигнал чистый. 300 ватт есть. 400. 500. Хорошо продымился. Обратите внимание, кстати, по коробу. Здесь у нас искусственно увеличен объем. Опять же скажу, это делалось для фана, вряд ли вот эта мощность вам понадобится в вашем автомобиле. С их встроенного усилителя, естественно, вы полкиловатта не выжмете. И сейчас мы сделаем то, чего вы, наверное, все ждете. Мы стрельнем с тренажки, чтобы посмотреть, сколько здесь у нас залетает в один сабвуфер. Мы не будем сразу все 4 мерить, мы подключились к одному сабвуферу. Давай, можешь крутить. Ты клепанул нехерово, там 2600. Сильно переклеповал, там по идее на чистом сигнале около 1,5-2. Но для чего я это показываю? Я производителей прекрасно понимаю, зачем они пишут такие вещи, как, например, 1300 ватт. Потому что рынок это как бы уже давно продиктовал, и если вы напишете меньше, то вот в этих магазинах типа NVIDIA, Eldorado и прочих покупать не будут. Сегодня мы увидели, сколько в боевом сабвуфере. Естественно, вот в таких повседневных 1300 быть никак не может. Но прежде чем подвести итоги сегодняшнего теста, я вам покажу наше самое большое за сегодняшний день достижение. Его придумал я, реализовал Артем. Потому что у меня прокручивалось, а он сделал это качественно. А ну-ка давай. Ты плохо сделал, давай. Идеально. Выводы по сегодняшнему тесту никто не будет, да, сейчас всерьез воспринимать, что я скажу. Так, выводы по сегодняшнему тесту. Ну, для вас сегодняшнему, а мы его уже 2 дня снимаем. Я не знаю, сколько я его еще монтировать буду. Сабвуфер с одинаковой стоимостью, лучше всех укомплектован однозначно Урал. По громкости у нас также выиграл Урал, однако он самый неудобный, самый компактный у нас это Пионер. Ну и самая лучшая форма, я бы так сказал, у него самая правильная, квадратная. Edge у нас немножечко скругленный, то есть по удобству эксплуатации, учитывая то, что у Пионера и быстросъемная фишка есть, можно будет легко доставать и ставить обратно сабвуфер. Тут выигрывает, наверное, Пионер. У Пионера не порадовали тонкие провода, у Урала, наверное, здесь самое большое преимущество. По качеству звучания все сабвуферы в принципе понравились. Edge мне больше всех, наверное, понравился. Но это тоже очень субъективно и зависит от жанров, зависит от автомобиля. В принципе, в разных машинах все сабы будут примерно одинаково играть. У Пионера звук также понравился. Если честно, вот увидев этот усилитель, я думал, будет звук хуже, но достаточно приятно звучит сабвуфер. По безопасности Edge у нас проигрывает, потому что Пионер и Урал оснащены грилями защитными. Это очень важно в таких инсталляциях. Как правило, это обычные повседневные автомобили, где куча всего болтается по багажнику. Рекомендую, конечно, закрывать, но, однако, и диффузор у Edge достаточно прочный. В принципе, если там что-то по нему ударит, ничего страшного. Но если что-то уберется в диффузор или в губу, то может, конечно, и повредиться сабвуфер. Очень интересно, у Edge реализована укладка проводов. Она не просто сделана грамотно, она еще закрыта специальной фальшью, которая также является кабель-каналом. У Урала проводка сзади, тоже не будет бросаться в глаза. У Пионера же сбоку провода нужно как-то прятать, укладывать, будет немножко некрасиво. По доступности, самый доступный, наверное, Пионер, мы практически везде его нашли. Edge придется вам поискать. Урал в сетевых вы магазинах не купите. Покупайте его либо в нашем интернет-магазине loudsound.ru, либо в каких-то других магазинах. Ну, я думаю, и в сетях, возможно, он появится в скором времени. Мы пришли к выбору из вот этих 3 активных сабвуферов сейчас на рынке. Также мы можем видеть в сетевых магазинах Fly или Fly или Fuck You, я не знаю, да, как его назвать. Хотели тоже его в тест, но, во-первых, перегруженный бы тест получился, во-вторых, мы почти его нигде не нашли. Искали вот именно по доступности. Все 3 саба к покупке рекомендованы. Вы в любом случае добьетесь колоссального улучшения звука относительно штатного. Если вы при этом еще замените динамики и подкинете на них усилитель, вообще здорово будет. Но вот с этого можно вообще просто начать. Это самое безгеморройное, на мой взгляд, улучшение штатной аудиосистемы. Если вам что-то непонятно,
При заказе можете консультироваться на loudsound.ru, у нас онлайн-консультант работать, либо вот vk.com/loud2012 пишите также в личку, там можно получить консультацию. Я надеюсь, обзор вам понравился, надеюсь, он для многих людей был очень полезным. Обязательно ставьте лайки, обязательно делитесь с друзьями, обязательно пишите, что вы думаете, что улучшить, что понравилось, это очень для нас важно. Обязательно заказывайте только на loudsound.ru. Урал у нас есть в наличии на loudsound.ru, Pioneer и Edge в ближайшее время также появятся. Если у нас его не будет, можете приобрести в сетевом супермаркете. Но если купили не у нас, в виде благодарности оставьте ваш комментарий, поставьте лайк и всем покажите Андрюха, а ты знаешь, что фильм новый вышел про мистера Бина? Нет еще. Агент Джонни Инглиш 3 называется. Тёма, я человек-фазоинвертор. Видели такое когда-нибудь? Дверь убили вообще в хлам. В Саратове просто уничтожили. Дверь легла на порог. Теперь я вооруженный человек-сабвуфер. Надо что-нибудь просверлить, прикрутить, открутить. Только скажи, человек-сабвуфер придет на помощь. Тебе нравится, Андрюха? Сделаешь, как мистер Бин делает? Ты ходил уже в кино на агент Джонни Инглиш? Если вот с этой дырки внюхнуть прям сильно, можно охуеть. Хватит ржать. У нас серьезный тест. Ну это же дырка, блядь. И мы оттуда нюхаем. Запись идет. Короче, мы будем разбирать этот скворечник или нет?